Good afternoon. Добрый день. What I want to share with you today is a little bit of my personal experience and why I choose to involve myself as a layperson in evangelism. Сегодня хотел бы рассказать о том, почему лично я пришел к такому убеждению, что я сам, как рядовой член, должен участвовать в евангелизации. Because I believe the Bible is clear that each one of us have been called to help spread the good news of the gospel to the world. По моему убеждению, Библия четко говорит, что каждый из нас должен способствовать распространению Евангелия. So we're going to talk today about some biblical principles of why we as lay people should allow God to use us in mission service, in evangelism, and in spreading this good news to the world. Поэтому сегодня мне бы хотелось рассмотреть с вами библейские принципы, согласно которым мы с вами должны участвовать в распространении Божьего Слова. I want to begin today by sharing a story. Начну с одной истории. I have a friend of mine, his name is Jim. У меня есть друг, зовут его Джим. One afternoon, he and his son set out to do a hike in the wilderness of Western America. И однажды с сыном он пошел в пустыню на в турпоход. And there was another couple with them, and so there were 4 of them on this hike together. К ним присоединилась еще одна семья, в общем, было всех 4. It was in the spring of the year, Была весна, but it was still the time for snow in the mountains. но в горах по-прежнему шел снег. And so they were not actually hiking, they were cross-country skiing. Поэтому не то, что так был такой поход у них пеший, а получилось, что чуть ли не на лыжах им пришлось пробираться по пересеченной местности через горы. Enjoying the beauty of the forest as they went cross-country through the snowy forest. Но, тем не менее, преодолевая эти сугробы, заснеженные леса, они, тем не менее, получали удовольствие от леса, от природы. They came to a point on the trail where you could look up and you could see the top of the mountain. И они вышли на, может быть, шли по тропинке, вышли, может быть, на такую, галявину, поляну, и оттуда они смотрят, открывается вид на вершину горы. Jim's son said to him, "Dad, I want to ski up the mountain. I want to go right up the mountain." И сын Джима говорит: я хотел бы туда взобраться, на ту вершину. And so the father said, "Yes, you go up the mountain, we will go around." И отец говорит: хорошо, давай ты двигайся вперед, и мы так будем не отставать. And we will meet you at the top. Но, в конце концов, ты, наверное, первый доберешься туда, а мы уже позже встретимся там, на вершине. So as the 3 of the adults went around, the son went straight up the mountain. И сын избрал самый кратчайший путь к вершине, а взрослые пошли более пологим путем. When Jim and his 2 friends arrived at the top of the mountain, И когда Джим со своими друзьями добрался до вершины горы, the son was not there. сына там не оказалось. They began to look. Они начали поиски, They began to search, искали его, and they could not find him. но найти не смогли. It began to get nighttime, А к тому времени уже солнце клонилось к закату, and they went to get help. и они решили подождать еще немножко. And the professional rescuers and search teams began to come in. В конце концов, они вызвали бригады экстренной помощи, профессионалов, спасателей, And they searched the mountain night and day. которые прочесывали весь тот склон горы днем и ночью. And several days later, they found the body of Jim's son. И только спустя несколько дней им удалось найти тело сына Джима. He had died on the mountain Он погиб там на горе from exposure to the cold. от переохлаждения. You know, we live in a world today where people are lost. В нашем мире гибнут люди. And we have this heavenly Father Но в то же самое время у нас есть Небесный Отец,
whose heart is crying out for every one of his children. который жаждет спасти каждого из своих детей. And God is calling for us to help him search for those who are lost. Нас же Бог призывает помочь ему в его поиске погибших. And many times we stand by waiting for someone else to go find those who are lost. Часто же мы просто стоим, надеясь, что появится кто-то другой, кто займется спасением этих погибающих. We think maybe it is the job of the pastor, Мы думаем, может, пастор пускай, or maybe it is the job of the evangelist. может быть, пускай этим занимается евангелист. But God has called for every single one of us because the entire world is lost. Бог же призвал абсолютно каждого из нас, потому что гибнут все люди в мире. In the book of Romans, В послании к римлянам Paul makes this clear. Павел говорит об этом достаточно четко. He talks in the first 3 chapters about how that the Gentiles are lost. Первые 3 главы посвящены, по сути, рассмотрению тому, как гибнут язычники. He talks about how not only the Gentiles, but even the Jews themselves are lost. Он говорит не только о том, что язычники гибнут, говорит, что иудеи тоже гибнут. It kind of comes to the conclusion of the matter in chapter 3, И в конце концов, в 3 главе он приходит к выводу. where he says, "For all have sinned and come short of the glory of God." И говорит, что ибо все согрешили и лишены славы Божией. So the entire world is needing for us to engage in the saving of people. Поэтому весь мир должен заняться спасением гибнущих. The challenges are almost overwhelming. И задача, стоящая перед нами таким образом, она просто-напросто невозможна для осуществления ее. 7 billion plus people on Неосуществима. planet Потому Earth, что на Земле живет уже 7 с лишним миллиардов. and growing more every day. Каждый день их количество увеличивается. In fact, the world population is growing faster than the Seventh-day Adventist Church is growing. Сегодня население на земном шаре растет быстрее, чем членство Адвентистской церкви. And yet God is still seeking for his lost children. Но Бог по-прежнему ищет своих гибнущих детей. I have 2 daughters, У меня самого 2 дочерей, and now I have 2 grandsons. и которые уже принесли мне 2 внуков. One is 4 years old, Одному из них 4 года, and the other is just 9 months old. а другому 9 месяцев. But I can guarantee you, if my daughter called me on the phone Но я гарантирую, что если бы дочь позвонила мне and said, "Your grandson is missing," и сказала, потерялся внук твой, I would find some way to get there to help search for him. то я бы все ресурсы изыскал, чтобы оказаться там, на том месте, где он потерялся, чтобы найти его. And I know that I am a faulty human being and I cannot fully understand God's kind of love. Я понимаю, что я человек ошибающийся, слабый и не могу в полноте понять Божью любовь. And I recognize that sometimes as I look around in this world and I see people, I say, how could God love that person? И когда я смотрю вокруг себя, вижу множество людей, иногда попадаются такие, о которых я думаю, как Бог может любить вот его. But God, being God, loves every single person with an infinite kind of love. Но Бог на то Он и Бог, что каждого любит любовью бесконечной. God is the great example Он является величайшим примером of one who has come to seek and save the lost. того, кто пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. We find it beginning even in Genesis. В самом начале, в книге Бытие, Adam and Eve wandered away from God. мы видим, как Адам с Евой отошли от Бога. What did God do? И что же Он стал делать? He came to the garden, and what was he saying? Он пришел в сад и сказал, Адам. что? Adam, where are you? Где ты, Адам? As soon as man was lost, God began to seek for him. Сразу же Бог начинает искать потерявшегося человека. What would happen to us today if as soon as we knew that someone was lost, we began to seek for them? А что бы случилось с нами, если бы мы, как только бы узнавали, что кто-то потерялся, начинали бы его искать? Would it make a difference in the way that we spend our time? Неужели ничего не поменялось бы в том, как мы проводим свободное время?
Would it make a difference in the way that we spend our energy? Неужели ничего не поменялось бы относительно того, на что мы посвящаем свои силы? Would it make a difference in the way that we spend our money? Неужели ничего не поменялось бы в том, как мы тратим свои средства? God, again, is our great example. In fact, when Jesus came, he was walking down the road one day, and we find the story recorded in Luke. And в этом действительно Бог является нашим величайшим примером. Одна история, которая иллюстрирует это, хорошо записана в Евангелии от Луки, in Luke chapter 19, 19 главе. we find Jesus walking down the road. Иисус идет по дороге, and he is coming into the city of Jericho. И приходит в Иерихон. And there is a lost man along the way. И вот у дороги сидит один из таких людей, заблудших, погибших. Now we know this man by the name of Zacchaeus. Нам даже известно имя его. Его звали Закхей. And we know that Zacchaeus had climbed up into a tree to even see Jesus. И затем мы читаем о том, что он даже взобрался на дерево, чтобы оттуда лучше увидеть Христа. But Jesus knew where Zacchaeus was. Но Христос знал с самого начала, где был Закхей. And he invited Zacchaeus to come down. И он говорит ему: спускайся вниз. So that he could talk to Zacchaeus about his salvation. Я хочу поговорить с тобой о твоем спасении. And even then, some of the religious leaders were saying, how could you actually look after this man? Но нашлись такие среди руководителей народа, которые сказали: а что ты вообще, зачем ты обращаешь на него внимание? Because he is a great sinner, he is a tax collector. Это великий грешник, он собирает налоги. And Jesus answered their concerns in verse 10. Иисус отвечает так на вопрос в их сознании или озвученный. He said here, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. 10 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». So, as we are thinking about our job in this world, и вот мы думаем о том все-таки, какова моя задача в этом мире. the world is lost. Ведь мир гибнет. If you look in our world today, it's all over. Посмотришь на этот мир, кажется, что все, ему конец. You do not have to go far. И для этого не нужно далеко ходить. Probably not beyond your neighbor's door. Может быть, достаточно только к соседской двери подойти. And you will find someone who does not know Jesus Christ as their Savior. Потому что уже там вы сможете найти того, кто не знает Христа как своего Спасителя. What will we do? Так что же сделаем мы? How will we recognize this calling? Как мы сможем осознать это призвание? In Peter, 1 Peter, chapter 2 and verse 9, 1 Петра 2:9. there's a biblical principle. Записан один библейский принцип. And this is the way that it reads. Здесь мы читаем следующее. But ye are a chosen generation, Но вы род святой. a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, Вы царственное священство, святой народ. that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Вы особые люди, призванные для того, чтобы провозглашать совершенство того, кто призвал вас в свой свет. A lot of times we as lay people want to give this job to someone else. Нам часто хочется, чтобы этим занимался кто-то другой. But it is not so in the Bible. Но Библия говорит, что так не получится. As I have read and studied, to me it is clear God is calling each one of us to do something for Him. Из того, что читал я, вот как я понимаю это место, как я его исследовал, Бог ожидает, что каждый из нас станет что-то делать в этой связи. And that has to do with seeking and saving a lost world. Это что-то, оно будет как-то связано с поиском и со спасением погибших. So the first reason that I think we as lay people are called, and that I see in the Scripture, is that
we are called to find souls in a lost world. Так, первая причина, о которой, я вижу, говорит Писание, первое основание – это то, что мы призваны искать погибших людей в мире. Not only is this a call for us to Мало- seek, it is also a call for us to do something about telling them about God's love. Мало того, что Бог призывает нас искать их, Он призывает нас говорить этим людям что-то о Его любви. Doing that actually, let's see, if I will say it this way, Или давайте так скажу. seeking those who are lost brings happiness to the heart of God. Если дети Его на земле, Божьи дети на земле ищут погибших, то это приносит радость Господу. In Luke chapter 15, there's the story of the young man who went away from home. 15 глава Луки – история о молодом человеке, который ушел из дому. We call him the prodigal son. Называем его блудным сыном. He left his home, he left his father, he left his family, Ушел из дому, оставил отца and he wandered in the world. и ушел в мир. The father was constantly looking for his son to come home. А отец постоянно ждал его, искал, когда же он вернется. Думал. He was sitting on the porch, you might say, Можно сказать, что он сидел на крыльце and he was looking. и смотрел, He was waiting ждал, for his son to come home. пока вернется его сын. And when his son came home, И когда этот сын вернулся, the father had only one response. отец отреагировал так, как он единственно мог отреагировать. He said, "Let us rejoice. Он говорит, так давайте будем веселиться, Let us make merry. давайте радоваться, Let us have a party. давайте соберем пир, проведем. Because that which was lost is now found." Потому что то, что было потеряно, теперь нашлось. But that's not the only story. There's the story of the lost sheep, И смотрите, это не единственная ведь история. Есть еще о потерянной овце. the story of the lost coin. Есть история о потерянной монете. In every case, there was rejoicing when that thing that was lost was found. И всякий раз, когда потерянное, утраченное находится, всегда радость. This world is a place of sorrow today. Would you agree with that? Согласитесь, наверное, с тем, если я скажу, что наш мир, он наполнен трагедиями. And it's the kind of sorrow that is almost unbearable. Это такие трагедии, которые человеку сложно пережить. About a week and a half ago, a friend of mine was on a ride on a trailer and tractor with his son. Где-то неделю тому назад один мой знакомый ехал со своим сыном на большой машине, It was a farm tractor на тракторе, pulling a trailer, и за трактор тащил такой фургон, and a group прицеп, of children were riding on the trailer. и в этом прицепе, фургоне были дети. This 4-year-old boy jumped off of the trailer. И вот этот 4-летний парнишка, он выпрыгивает из этого фургона, So that he could run with his friends. и выпрыгивает, хотел побегать со своими друзьями. And as he jumped off, he tripped and he fell underneath the tire of the tractor. И вот он, прыгая, как-то ногою, да, споткнулся и попал под колеса этого фургона. By the time they got him to the hospital, he had expired. He was dead. А пока его довезли до больницы, он уже умер. That's just a tiny drop in the bucket of sorrow that this world is full of. Это только вот капля в том океане трагедий, которые испытывает сегодня человечество. But yet we as individuals have an opportunity to help reverse some of that. Но мы, дети Божьи, имеем возможность каким-то образом обратить хоть что-то из этого вспять. Because when we get involved in helping to find people for God's kingdom, Потому что мы можем заниматься собиранием людей для Царствия Божьего. it brings rejoicing in the heavenly courts. И это приносит радость в небесные дворы. God is glad when sinners come home. Бог радуется, когда грешник возвращается домой. So for me, it's another reason. Это для меня это еще одна причина.
even as a layperson, to say yes when God calls me to do something for Him. по которой я, будучи обычным членом церкви, говорю «да» всякий раз, когда Бог призывает меня к чему-то. Another reason that I find in Scripture is that В Библии нахожу еще одну причину. the process of looking for people who are lost Когда процесс поиска погибающих and sharing the gospel with them и несение им, этим людям Евангелия, actually releases the power of God in my own life. открывает возможность силе Божьей благодати действовать в моей собственной жизни. In Romans chapter 1, there's some scriptural support for that. Послание к Римлянам 1 находится подтверждение моим словам. And this is the way that Paul said it. Вот как Павел говорит об этом. He said, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, for it is the power of God потому что оно есть сила Божья unto salvation to everyone that believeth, для спасения всякого верующего, to the Jew first and also to the Greek." вначале для иудея и также для эллина. I believe that God wants to empower every single one of us in this work for Him. Поэтому я считаю, что Господь хочет дать все необходимое каждому из нас, чтобы мы могли совершить Его работу. So if we want to truly experience the power of God in our lives, Поэтому если мы хотим действительно испытать на себе силу благодати Божьей, we need to join God in His mission to seek as well as to save those who are lost. то мы должны присоединиться к Богу в Его миссии искать и спасти погибшее. So, do you want to experience the power of God? А вы бы хотели испытать эту силу Божью? Do you want to see what God will do when you engage with Him? А вы бы хотели почувствовать, что это значит, что Бог сделает, когда вы соединитесь, объединитесь с Ним? I believe God is just waiting to pour out His power upon us as lay people. Я думаю, что Господь ждет, когда же Он в конце концов сможет излить на нас свою силу. But He is waiting for us Но ждет Он кого? Нас. to take a step of faith Пока мы сделаем этот шаг веры, and to believe that maybe there is something we can do for Him. пока мы наконец-то поймем, уверуем в то, что в состоянии сделать что-то для Него. And probably that will be outside of our comfort zone. И, вероятно, для этого нам необходимо будет покинуть зону комфорта. I was sitting in an ASI meeting Однажды я сидел на встрече ASI, when God tapped me on the shoulder. и Бог как будто бы постучал меня по плечу. I am a layperson. Кто я такой? Обычный член церкви. I'm listening to the stories. Слушаю, что там рассказывают. I'm listening to those who are speaking. Слушаю выступающих. And a layperson was giving their testimony about getting involved in evangelism. И вот один член церкви рассказывает о том, как он стал участвовать в евангелизации. I was listening, А я слушаю and I heard that still small voice. и слышу этот тихий голос. And God said, "You go." Который сказал мне, теперь твоя очередь. I said, "Me? Говорю, моя? I am not. Я, в принципе, я как-то не знаю, I am not a preacher." какой из меня проповедник. But the conviction was, "You go." Но голос не отставал от меня. Теперь твоя очередь. I have shown you through this testimony that it's not just about how the preachers will get this work done. Словами этого выступающего я показал тебе, что не только проповедникам заниматься евангелизацией. I found myself totally and completely outside of my comfort zone. Я чувствовал, что задача, которую ставит передо мной Господь, она не по силам мне, она непривычна для меня, она необычна для меня. I ended up agreeing to do a series of meetings
in the country of the Ukraine. В конце концов, я согласился. И мне удалось провести евангельскую программу в Украине. This was probably 15 years ago. Лет 15 назад это было. I don't remember the exact date, but Не помню точно когда. a number of us came together and formed a group. Но не один я был такой. And we decided we're going to make this adventure for God. А группой подобных мне добровольцев мы решили сделать это для Бога. We coordinated things and we ended up in the country of Ukraine doing evangelistic series. Мы спланировали эту программу и провели ее в Украине. We did some health expo beforehand to attract the people to come to the meetings. Перед самой евангельской программой мы провели выставку здоровья, чтобы привлечь больше людей. And then we began to tell the people about the great love that God has. И затем говорили им о великой Божьей любви к человеку. I was completely, like I said, outside of my comfort zone. Как я сказал, для меня это было совершенно непривычное дело. And I was afraid, what if I make a mistake? Я боялся сделать какую-то ошибку. I don't even know how to do this. Я не знал, как это делать все. But God was there. Но со мной был Бог. And used those humble efforts И Он использовал наши скромные усилия, to bring the message of hope and salvation to a few souls there. для того, чтобы те люди, которые приходили туда, на эту программу, узнали о благой вести. I can tell you from personal experience that God does not necessarily operate in your comfort zone. И из личного опыта я хочу сказать вам, что то, что делает Бог, оно, скорее всего, потребует от вас выйти из вашего привычного круга занятий. On another occasion, again, I was at ASI meeting. Еще раз я помню, случай был, когда я тоже сидел на собрании, на встрече ASI. And I was walking down in the exhibit hall. И помню, что я вышел тогда в выставочный зал. And at the ASI meetings in North America, we have maybe 200 exhibitors. И в Америке, когда проводятся встречи ASI, обычно, может быть, 200 различных предприятий, организаций выставляют делают свои, как они сказать, выставки, I came across презентации. this little display. И вот я подошел к одной из таких презентаций, как же это And the называется? people there were talking about some work they were doing in the country of Nicaragua. Как бы там ни было, эти люди рассказывали о работе, которую они проводили в Никарагуа. And they got my attention И я заинтересовался, because they said there was some people in Nicaragua who lived way out in the jungle. потому что они рассказывали о том, что в Никарагуа есть люди, которые живут в джунглях. And they had come from the jungle to visit this missionary family. И вот один из этих людей из джунглей, глубины там и сердца их пришел, чтобы повидаться с этой миссионерской семьей. And they said, would you come and help us in our village? И он говорит: приходите в нашу деревню, помогите нам. They said, because God doesn't know where our village is. Он говорит: вы должны прийти, потому что Бог не знает, где наша деревня. And they assured them, oh yes, God knows where your village is. Они начали говорить ему: да нет, Бог, конечно же, знает, где ваша деревня. And then they said, well then why will you not come and help us? Он говорит им: тогда почему же вы не хотите прийти и нам помочь? Now this village was down along the Rio Coco River. Эта деревня была недалеко от реки Рио-Коко. Yes. Рио-Коко. And it was steeped in spiritualism. И там всякого рода нечисть была, шаманы, всякий спиритизм In процветал. fact, it was told in that village that all you had to do was go to the village and you would get sick. И даже такое ходило поверье среди людей, что только всякий, кто в деревню тут зайдет, заболеет обязательно. Because the power of Satan was so strong in that village Настолько мощно присутствовала сила дьявола в этом селении, that it was considered a very dangerous place to go. что считалось это страшное, очень опасное место. Well, these missionaries told me Эти миссионеры рассказывали мне потом, that they were going to build a radio station
in the jungles of Nicaragua. Они сказали, что мы построим радиостанцию в джунглях, там, в Никарагуа. And that the purpose of it would be to broadcast in the language of this tribe that lived down along the river. Зачем нужна эта радиостанция? Чтобы на языке этих людей, которые там живут в джунглях, могли мы вещать бы им. So that not just one village would be reached, but many villages would be reached. Чтобы не в одном только селении узнали, а во многих. So I told them, Я сказал, I will come and help you, я помогу вам. not knowing exactly what I was saying. Хотя даже сам не сознавал того, о чем говорил. Because first of all, to get to this village where they were going to build the radio station Потому что, во-первых, для того, чтобы только добраться до того селения, где они хотели построить радиостанцию, was a journey into the jungle. нужно было проникнуть туда в самое вглубь джунглей. It was not near anywhere. Там никакого селения не было нормального поблизости. So finally they said, we are ready. Но они сказали, в конце концов, все готово уже. And I arrived there to help them establish that radio station. И я поехал, чтобы помочь им с организацией этой радиостанции. I brought a suitcase full of equipment. Я привез с собой много оборудования. And some of the needed things, and we'd shipped stuff in, and we carried stuff in, and anyway, we got it all there. Что-то я привез, что-то мы передали. В конце концов, все оборудование там на We месте began to было. put the parts and the pieces together. И мы начали все собирать. And eventually, we were able to turn the radio on. В конце концов, запустили радио. And broadcasting to that village down along the Rio Coca River. И начали транслировать наши программы по всем селениям, которые вдоль Рио Кока находились. It was coming near the time when I was to leave and go back home. И вот уже подходило время моего возвращения домой. And the truck they used to bring us into the jungle was broken down. Но сломалась машина, на которой они завозили нас в джунгли. And I said, we must fix the truck because I have to leave tomorrow morning. Я говорю, нужно ремонтировать машину, потому что завтра мне возвращаться домой уже. And so we began in that dark night to work on the truck. И вот ночью мы начали чинить машину. And we ended up having to get underneath the truck. Залезли под нее. And we were doing some repair of the shackles that hold the springs. И начали что-то там чинить, какие-то пружины вышли из строя. And as we were working under the truck, И вот пока мы чинили под машиной, I suddenly had this odd feeling that something was just not right. вдруг я ощутил какое-то странное чувство, что что-то не так. And as I looked up to my shoulder, Я посмотрел в сторону, there was a snake that И was crawling over my shoulder. увидел, что по мне ползла змея. I suddenly decided it was not too important fixing the truck. Я сразу решил, что есть дела поважнее теперь, чем чинить машину. You know, sometimes God will take us way outside of our comfort zone to teach us something. Потому что Бог часто нас выводит из зоны собственного комфорта, чтобы научить чему-то важному. They said, "Oh, you no need to worry. This is not the bad snake." Я обратил внимание других, они сказали, это не страшно, не ядовитая змея. I said, "I do not care." Я говорю, пусть не ядовитая, но все равно страшно мне. The point is that God sometimes will take us in places where we become quite uncomfortable. То есть я хочу сказать о чем, что Бог иногда нас заводит в такие места, помещает в такие обстоятельства, где нам неуютно, некомфортно. And actually these opportunities are so that God can demonstrate His power. И нужны эти ситуации для того, чтобы Бог мог явить свою силу. It's not about us as human beings. Потому что, в конце концов, не важно, что мы там делаем, как люди. It is not about what I can do. Не важно совсем, что я в состоянии сделать. It is about what God can do through us. Потому что самое важное – это то, что Бог может сделать через нас. But He cannot use us Но Он не сможет использовать нас, until we are willing to move forward. если до тех пор, пока мы не готовы будем идти вперед. And what I have discovered is that God is not a God of force. И я понял, что Бог никогда не принуждает. He gives us opportunity to serve Him. Да, Он дает нам возможность служить, But He does not force us to serve Him. но никогда не принуждает нас к этому.
So today, I would challenge you to consider what God may be calling you to do for Him. Поэтому сегодня давайте все подумаем о том, а к чему призывает Бог лично меня. There's something else too about serving God. Потому что в служении Богу есть еще одна составляющая. And again, there's scriptural support for this principle. Этот принцип также находит поддержку в Писании. When we get involved in serving God, it actually helps to heal our personal pain. Потому что когда мы начинаем служить Богу и людям, то этим мы в состоянии, или благодаря этому Бог в состоянии исцелить нас. In John chapter 8, Убрать эту внутреннюю боль. Иоанна 8 глава. the woman has been taken in adultery. Женщину взяли в прелюбодеянии. They have brought her to Jesus, and they have accused her. Ее привели ко Христу, обвиняли в прелюбодеянии. Jesus asked her a simple question. Иисус спрашивает ее. And he says to her, after the accusers have made their statement, И говорит, where are your accusers now? где твои обвинители? And she said, they're gone. Она говорит, никого нет уже. And now we find Jesus doing something for this woman. He says to her, neither do I condemn thee, go and sin no more. И вот что Христос говорит, и я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Now, I believe that what Jesus was saying to this woman Я считаю, что эти слова Христа, is, I have set you free from this sin. я освободил тебя от этого греха, Now I want you to go and help me set other people free. и теперь хочу, чтобы ты шла и помогала освобождать мне других. So in the process of us helping other people, we are actually healed of some of our own problems that we suffer with in life. Эти слова и являются принципом, который гласит, что мы, помогая другим исцеляться от их боли и страданий, исцеляемся сами. I don't know how it is here, but in America it seems like there's some people that get stuck in their past. Не знаю, как здесь, но в Америке много людей, которые как будто бы там где-то застряли в прошлом своем. They may be always talking about what happened to them Рассказывают все время о том, что с ними было раньше. and why things are in a certain way. О том, почему именно все так сложилось. But God is calling us to look to the future. Нас же Господь призывает смотреть в будущее. He says, I have a work for you to do that is the work of helping me save other people. Он говорит, у меня есть для тебя дело. Это дело помочь мне спасать других. And when we get involved with God in helping to save other people, И когда мы помогаем Ему это делать, it does something to us. то что-то делается с нами. I believe that heals our pain, Я думаю, что наша боль исцеляется, but I also believe that it is an ordained of God method to help us grow spiritually. но я также думаю, что это метод, это путь, специально назначенный Богом для нашего духовного роста. So Jesus has sailed across the sea, Иисус плыл по морю, and he has come there to the shore, and these demoniacs come rushing down at him. и когда их лодка пристала к берегу, навстречу ему выскочил одержимый. And what does he do? И что же он делает? He restores them to absolute, complete, and total health. Он исцеляет его полностью и совершенно. And then they say, oh, Jesus, we want to follow you. We want to go with you. И затем эти одержимые говорят, Господи, мы хотим быть с Тобой, мы хотим идти за Тобой. He says, no, А Иисус говорит, нет, I have another work for you to do. есть для вас другая работа. I want you to stay here. Оставайтесь здесь. And I want you to tell your story. Расскажите о том, что с вами случилось. Those men
were amazing missionaries for God. И эти люди превратились в удивительных миссионеров. We find Jesus coming back later, and the whole countryside came to hear what he had to say. Потому что когда позже Иисус снова возвращается в эту местность, все люди принимают Его слова. Because of those two missionaries. И все благодаря этим двум миссионерам. Well, so for me personally, why do I choose to give my time, my energy, and to missionary and evangelism work? Вот почему я лично решил посвящать свое время, свои силы миссионерской работе. Because, first of all, the world is lost. Потому что, во-первых, наш мир гибнет. Second of all, God gets the glory when lost people come to Him. Во-вторых, слава воздается Богу, когда погибшее возвращается к Нему. And this brings joy to the heart of God. И это приносит Его сердцу радость. It is also a way where we can experience the power of God in our own lives. Это также тот метод, благодаря которому мы сможем сами обрести исцеление и радость в жизни. And to experience that healing and restoration that all of us need. Испытать исцеление, восстановление, в котором мы все нуждаемся. It also provides to help us grow spiritually. Также благодаря этому мы растем духовно. Jesus was asking the question to Isaiah. Иисус обращается к Исаии. Who will go? Кто пойдет? And Isaiah answered it. And he said in chapter 6, verse 8. А Исаия говорит, Исаия 6:8. I also heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? И услышал я голос Господа, говорящий, кто пойдет для нас и кого послать нам? And then I said, Here am I, send me. И тогда сказал я, вот я, пошли меня. If the Bible said that verse was written only to preachers and evangelists, we would be safe. Если бы в Библии говорилось, что этот стих, он написан специально только для проповедников, для пасторов, тогда нам было бы, нормально. But it does not. Но так же не говорится. The question is for every single person here today, including me. Потому что вопрос этот касается абсолютно всех находящихся здесь, включая меня. I want Jesus to come soon. Я хочу, чтобы Христос скоро вернулся. I believe Jesus wants to come soon. Я считаю, что Он хочет поскорее вернуться. But He has given us the opportunity to be involved in His work of saving the lost world. Но Он дал нам возможность участвовать в работе по спасению погибающего мира. While it's true, we're not all pastors. We're not all called to be pastors. Да, не все мы пасторы, не все мы призваны Богом быть ими. But we are all called Но все to мы do a призваны service and a work for God. к служению и к работе для Бога. So why does God care about lay people involved? Так почему Богу так важно, чтобы участвовали рядовые члены? Yeah, He needs us. He wants us to help Him, and we need to help Him. Мы нужны Ему. Он хочет, чтобы мы помогали Ему, и нам нужно помочь Ему. You know, it's an opportunity for us to say yes to God. Для нас это возможность сказать «да» Ему. So if God is calling you to do something, Поэтому, если Господь призывает вас сделать что-то, begin to walk by faith, начните двигаться вперед с верой. and God will lead you step by step. И Он будет вести вас шаг за шагом. Amen. Аминь.